Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Здесь связь вообще ловит. А зачем тебе телефон? Тебе здесь телефон вообще не нужен. В наш век стихи живут 2-3 мгновения. Родились утром, к вечеру умрут. О чем же хлопотать? Рука забвения как раз вершит свой корректурный труд. Да, какие хорошие слова. Я с ними полностью согласен. Как-никак подходит под наш век. Как меня это все бесит. Ты вообще живой? Нет, я мертв. Тогда как ты вообще сюда попал, если ты мертв? Я должен был поехать в киберспортивный лагерь. Да не сюда. Ненавижу стихи. Ну, тогда и все равно, почему же ты сюда попал? Маме психолог посоветовал. Флэшбэк, стихотерапия. Она подавляет агрессию от компьютерных игр. Меня так никогда не бомбило от компьютера, как от стихов. И вообще, эти стихи бесполезны. Как можно получить от них популярность? Ну не скажи. Тот же самый Пушкин, Тютчев, по ним снимают кино, по ним играют спектакли, поют песни. Причем они стали популярны без всякого интернета. А как они стали популярными? Они находили ту самую музу, которая подсказала им, как нужно написать. Разве это не романтично? Как меня это бесит. А в какую игру ты любишь играть? В Антёрнет. У меня даже там свой сервер РП есть. Я тоже люблю в нее играть. Какие котлетки. Девочки, давайте сегодня проведем спиритический сеанс. Какой? Спиритический. Да, клевая идея, я за. Я тоже. Честно, я не хочу. Почему? Ну, потому что я боюсь этого всего. Да ничего не боюсь. Кстати, девочки, серьезно, сегодня наша вожатая допоздна будет на планерке, так что у нас будет куча времени. Он уже близко, тили-тили-бом, закрой глаза скорее, кто-то ходит Варя, за окном. хватит петь. Давайте уже быстрее решать, кого мы вызываем. Все вызывают Пушкина, давайте его. Ну вот в том-то и дело, это типично, его все вызывают. Давайте вызовем Тютчева. Давайте быстрее. Ладно. Вы знаете, что надо говорить? Ну, вроде дух, Тютчева, появись там. Ну, Три раза. Три раза. Давайте только дух Тютчева, приди. Давайте. Дух Тютчева, приди! Дух Тютчева, приди! Дух Тютчева, приди! Тютчев, ты здесь? Я тут! Тютчев, сделаешь так, чтобы мы больше никогда не учили твоих стихов. Нет, не сделаешь. Нет. Может быть, передумаешь? Отдай сюда. Так, что здесь происходит? Ребята, вы что еще не спите? У нас завтра поездку в музей Тютчева. Лазертаг отменили из-за непогоды. Как отменили? Ну вызывали на свою голову. Класс. Вы трое на выход. Вообще круто. Разоделись здесь. Я туда не поеду. Поедешь? Да. Супер. Настроение огонь. Петр Иванович Тютчев – это художник слова, это вдохновенный певец природы. Но и как сказал великий немецкий поэт Иоганн Гёте, тот, кто хочет понять поэта, тот должен найти страну поэта. И мы сейчас с вами окунемся в мир жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева, пройдясь по комнатам и залам Тютчевского дома музея. И начнем мы с вами со следующего зала. Прошу, ребята, проходите дальше. Платье это просто ужас. Представляете, если бы сейчас наши девочки так выглядели? Ужасно. Я вот считаю, что штаны на девушках будут намного красивее смотрятся. Я считаю, что лучше джинсы. Или шорты. Какая разница? Это вам все Какая разница? Джинсы, шорты, это все равно будет лучше, чем 10 юбок. Квадратный чайник из Майнкрафта, наверное. Ребята, подойдите, пожалуйста, сюда. Мы с вами находимся в следующем зале, и именно здесь... Одинаковые музеи, усадьбы все похожи друг на друга. На тебе. Да, ты иди. Я вот чтение не люблю, особенно стихотворения.
Здесь даже ничего потрогать Внимание на портрет, где художник изобразил Федора Ивановича Тютчева в 3-летнем возрасте. А родился поэт 5 декабря 1803 году в селе Овстух Брянского уезда Орловской губернии. Рядом с портретом Федора. Ребят, послушайте. Давай, еще. Коль, стой, нам туда нельзя. Смотри, я как настоящий поэт. Нам дано лишь догадать, как наше слово отзовется. Коль, ты все слова перепутал. Коля? Коля, ты где? Коля, ты где? Веня, я тут. Что за прикол? Я тут, эй. Смотри, единственное, кого я здесь знаю. А че здесь никого нет? Куда все исчезли? Где девочки? Девчата, вы куда так нарядились? У нас что ли парад? Девочки! Алло! А вы кто? Эй! Алло! Какая приятная неожиданность. Я очень рад. Прошу вас располагаться. Ребят, если вы это видите, то я, может быть, попаду в реки в ТикТоке. Может быть, посмертно. Ау? Что за розыгрыш? Это пранк? Коля исчез. А девочки есть? Снимаю для истории. Федор Иванович, раз мы находимся в столь чудном доме, расскажите нам, пожалуйста, какая ваша самая любимая комната? Я вам ее продемонстрирую несколько позже. У меня будет есть что рассказать вам про эту комнату. Как интригующе. А какие первые стихотворные строки вы написали? О, да, эти строки имеют очень интересную историю. У меня здесь в доме был воспитатель Николай Афанасьевич Хлопов. Он выполнял роль примерно ту же, что Арина Родионовна при Александре Сергеевиче Пушкине. Однажды мы с Николаем Афанасьевичем гуляли в этом парке, в нашем усадебном, и нашли мертвую птицу, горлицу. Меня смерть птицы очень растрогала, и я написал свои первые стихотворные строки «Эпитафию на смерть горлицы». Мы с Николаем Афанасьевичем сделали могилочку, поставили крестик, похоронили птичку. Какая печальная история. Но все-таки, каково ваше любимое стихотворение? Да, сложный для меня вопрос. Их много, но все-таки есть любимое, да. О, вещая душа моя, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия. Так ты же лица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Мне все-таки очень интересно, что же вас больше вдохновляет? Природа или женщины? Да, большинство стихотворений моих написаны по состоянию души, на эмоцию, увиденную, пережитую. Я не разделяю природу и женщин. И женщина – это лучшая часть природы. Мы идем искать девочек. Мы идем искать девочек. Это единогласное решение. Федор Иванович, скажите, пожалуйста, а кто построил этот дом? О, этот дом построил мой отец. Вот взгляните, пожалуйста, здесь, на этой прекрасной картине, я со своей семьей на празднике в Овстоге. И здесь как раз мы можем видеть дом, в котором мы сейчас находимся. Его построил мой отец, Иван Николаевич, в 1830 году. Но надо сказать, что родился я не в этом доме, а в Дедовском. Когда этот дом строился, я служил за границей в это время. В общей сложности за границей я прожил 22 года. Что обозначает слово «овстук»?
По-древнеславянски «овстук» это переводится примерно так. Стук – стоянка, а «ов» имело несколько значений в древнерусском языке. Одно из них «тут». Получается красивейшая версия. Тут стоянка, «ов» – стук. Но это только версия. Что за призрачный прикол? Почему я себя не вижу в зеркале? Вас-то я вижу. Хочу себя увидеть. Ты ничего не видел. А в каком возрасте вы испытали первое чувство любви? Посмотрите, пожалуйста, на эту красавицу. Имя ее Амалия. Она немка. Когда мы познакомились, ей было 14 лет, а мне 19. Увы, наша дружба не увенчалась браком, но мы поддерживали отношения с Амалией всю нашу жизнь, неоднократно встречались. Последняя встреча наша произошла примерно через 50 лет после знакомства. Амалия навестила меня, после отъезда у меня родятся такие строки. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та ж в душе моей любовь». Какие красавицы идут. Как узор на окне, снова прошлое рядом. Кто-то пел песню мне в зимний вечер когда-то, словно в прошлом ожило чьих-то бережных рук тепло. Вальсы изысканных гостей и белых их коней. Будешь ты в декабре. Четко. Вот дают. Вновь со мной, дорогая. Вот эта Алиса никогда не носила платье. Очень важно. И даже идет. Боже, как скучно. Согласна. Им всегда скучно. Вообще тут и правда скучно. И вон Влад сидит. Никого не видит, его никто не видит. И вообще, что происходит? Ему повезло, а он даже об этом не знает, что он в окружении девушек. Брат, я пока еще не знаю, куда я. Она ничего не сказала, они меня не видят. Они меня не видят. Это лучший день моей жизни. Проверка. А он лошара. Проверка. Не видит, не слышит, не чувствует. Я призрак. Господи, куда все подевались? А я сзади, я тут. Я тут, да. Эй! Я здесь. И я хочу здесь остаться. Уже 10-й круг по усадьбе наворачиваем. Я уже наизусть все здесь запомнил. Ну куда они могли деться? Я же говорю, исчезну. Я уже начинаю сам в это верить. Может, они в печке спрятались? Ау, ребят.
А вот тот зал, о котором я обещал рассказать, это моя любимая комната в этом доме. Это рабочий кабинет. За этим столом написано одно стихотворение. И точно помню дату его написания. 31 декабря 1852 года. Чародейкую зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнью он блестит. Девушки. Бесполезно. Не то, что мните вы природа, ни слепок, ни бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. О, моя Эрнестина, самая верная в жизни женщина, Нести. Хочу представить вам ее. Это офигеть круто! А здесь я слышу о том, что у вас с Марией появилась новая идея открыть школу для крестьянских детей. Я за. Однако я должна тебе сказать, das ist unmöglich. Наши дела плохи, финансовые совершенно тупике. Я боюсь, не выведет ли эта затея нас совершенно из нашего равновесия. Намерение Марии открыть школу в Волстаге очень благое намерение. Ты знаешь, а процесс уже запущен. Я распорядился выделить 10 земли под здание училища, выделять дрова для отопления здания школы. Мария купила учебники и нашла учителя. У нее есть средства оплатить его труд. Это очень замечательное дело Нести. Поверь мне. Как это русские говорят? А без меня женили. Мне нравится, когда я узнаю обо всем самый последний. Однако спорить я не стану. Я скажу тебе о том, что, может быть, эта школа пойдет на благо не только прекрасным крестьянским киндер-детям. Я за них очень рада. Я думаю, что она окажет etwas Hilfe diesem Eltern, их родителям. Помнишь, как об этом сказал наш друг Хайнрих Хайне? Träumt von einer Palme, die fällt im Morgenland, einsam und schweigend trauert auf brennende Kerzen. Обожаю немецкий язык. Это было офигеть как круто. Наверху их тоже нет. Ни девочек, ни колик. Вот это кровать. Как на ней спать? На ней вообще нельзя выпрямиться. А, здесь, наверное, ребенок спал. О боже, какие неудобные кровати. Когда начнем делать их нормальными? Это самая нормальная кровать. Она специально сконструирована, укороченная с тем, чтобы человек во сне занимал положение полусидя, полулежа. Это теория одобрена очень многими и моим большим другом, нашим известным терапевтом Сергеем Петровичем Боткиным. Тогда человек во сне занимает такую позу, похожую на позу эмбриона в утробе матери, и внутренним органам очень комфортно и полезно в этом положении. А я здесь почти помещаюсь. Она никогда не занималась рукоделием и вдруг научилась шить. Смотри, мне кажется, вот это вроде подойти, если мы вот так вот пришли. Да, кстати. А еще плюс стала дизайнером. Тебе все-таки подойдут больше бусы. Сколько же вы дней добираетесь до Москвы? До Москвы довольно далеко, около 400 верст. И это занимает 5 суток езды на лошадях в один конец. Вот так вот. 5 суток в один конец по непролазной грязи. Что-то я передумал здесь оставаться. Да, но на мое счастье, в 1868 году по Брянскому уезду прошел первый поезд. Для меня главный враг – это пространство, потому что оно съедает время, очень ценное для меня. Скажите, пожалуйста, а кто изображен на этом портрете? Это моя последняя любовь, Елена Александровна Денисьева.
Ей я посвятил наибольшее количество стихотворений. Вот одно из них. Я очи знал, о, эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре, жизнь обнажающим до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Федор Иванович, где наши девочки? Где Коля? А сколько у вас детей? У меня 9 детей. В этом вопросе я соблюдал абсолютную стабильность. Судите сами. Первый брак 3, второй брак 3, небрачных с Еленой Санной также 3. Похоже, девчонки окончательно освоились в прошлом и совсем забыли про свое настоящее. Милая барышня, сколько вам лет? 14. 16-й год уже. Ну, так вам и замуж давно пора. Так на наших девочек какой-нибудь старый богач может глаз положить. Их нужно скорее выручать. Там свадьба. Где? Так, как я сюда попал? Перо. Потом слова. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Извините, пожалуйста. А вы не видели здесь группу детей? Да есть они здесь. Пошли в ту сторону, по кругу, по Спасибо. залу. Спасибо. Четко. Ребят, я здесь. Видите? Вау. Да, вы меня не видите, а из Тютчев. Какой Тютчев? Это как? Это, Не знаю, это просто монтаж. Это сон. Ты понимаешь, это какой сон? Это же видео в реале. Это монтаж. Мы пока там ходили, ты здесь снимал. Да, по-любому смонтажировал ты все. Да, где ты все время был? В монтажной будке. Где-то там Фотошоп, монтаж. Ребят, я не знаю, как это вышло. Но я благодаря этому ролику попаду в реки в ТикТоке или в Ютубе. Я побежал выкладывать. Да! Что случилось? Да вот полная фигня. Ролик есть, а выложить никуда не могу. А дотерпеть до дома можешь? Да нет, мне прямо сейчас популярность нужна. Хочу кое-кому понравиться. Бери пример с Тютчева. Стихи тебе в помощь. У тебя бумага и ручка есть? Ну, найдется. Быстрее, пошли, быстрее, пошли, быстрее. Я вам пишу, чего же более. Не за компом, а в чистом поле. Хочу вам строки посвятить, навеки дружбу предложить.